Всем привет! Привет! Добро пожаловать на канал «Из города на дачу». У нас сегодня необычный выпуск, об этом мы предупреждали наших зрителей в телеграм-канале. Да, сегодня мы будем делать ремонт в одной из комнат такой старенькой квартиры наших родственников. Бюджет маленький и времени у нас мало, поэтому приступим. Ну что, мы быстро переоделись и уже приступаем к уборке. Квартира старенькая, но здесь очень много интересных, раритетных, я бы даже сказал, уникальных вещей. Сейчас мы вам их покажем. Ну, сначала нам нужно всю мебель освободить, чтобы ее было легче передвинуть в центр. Начну с этого шкафа с книгами. Здесь имеется такая вот небольшая библиотека. Книжки мы сейчас перенесем в другую комнату. И, кстати, начала уже уборку. Здесь нашла вот такой вот рулон стареньких обоев. Выбрасывать мы его не будем, возможно, он нам еще где-то пригодится. Викулечка, глянь, что я тут нашел. Ничего себе. Это эти грамм-пластинки. Супер. С детскими песенками. Да, И не только. Песенки из детских мультфильмов. Ничего себе. Прикольно. Кстати, здесь есть эта штука, где проигрываются такие пластинки. Не знаю, работает, нет? Но... Проигрыватель? Да, проигрыватель. Еще посмотрим. Так, а что здесь еще есть? Давай, сейчас я сложу еще. Посмотрим, какие тут еще есть. Так, это кто у нас? Поет Мирей Матье. Ничего себе. Я такого не знаю. Такой. Это она? А это она? А я думал, Мирей это он. Так, а это что? А ну вытаскивай. Ого, Тут, походу, несколько пластинок. несколько штук. Это учебный курс. У меня такая на английском языке есть, старенькая, советских времен. Но это... Кто немецкий знает, что тут Немецкий. написано? Тут написано Дрей Шалплатен Зум Лехбух. Может быть, кто-то нас смотрит из Германии, то, пожалуйста, переведите, что здесь написано. Надеюсь, вам видно. Представляете, раньше тоже были курсы, да, вот по изучению иностранного языка на пластинках. Ничего себе, Это такое нужно сохранить. Флеш-карты. Флеш-карты. А вот смотрите, какие пластинки. Гибкие какие-то. Тоненькие-тоненькие. Беленькие такие, голубые. Я такие не видел в жизни. Да? Я тебе расскажу, вообще Я видела, у меня никогда в жизни не видел. сказки были, вот тоже на таких пластинках. Ну, такие-то взрослые. Это мюзиклы. вообще, это сокровище наших предков. Да, сохраним. Так, ну все, я прячу, потому что мы тут залипнем надолго. Очень интересно. Это Так, точно. Отношу и продолжаем Давай. убирать. Да. Я здесь еще хочу показать, отложила две книжки. Это сериал в двух томах. Вот такой вот мексиканский сериал был. Богатые тоже плачут. Ты смотрел когда-нибудь такой сериал? Не, я начал уже смотреть с Дикой Розой и Санта-Барбары, наверное. А я смотрела этот сериал, и даже вот эти книжки я прочитала, когда уже подросла. Было интересно воспроизвести картинки, кстати, иллюстрированные тома. А вы напишите в комментариях, смотрели ли вы этот сериал «Богатые тоже плачут». Классный был сериал. А я нашел, смотрите, какие. Два электрических вспоминателя. Такие тяжелые, прям ух, ничего себе. Утюги тоже. Интересно, рабочие они? Ну еще проверим, да? Проверим обязательно, да. А еще здесь есть вот такой раритетный дипломат. У кого такой был, тоже можете в комментариях написать. Вот тут он открывается. Такой большой дипломат. На чемодан похож. Может, это чемодан как раз и есть. Как его открыть? Оба, есть. О, тут тоже всяких сокровищ. Ладно, закрываем. И понесли. Ну, счетами, наверное, уже никого не удивишь. Да? Многие их видели, это мы будем в конце подсчитывать бюджет нашего ремонта. Но вот такую штуку
возможно, вы никогда в жизни не видели. Это механический календарь. Смотрите, здесь внизу можно менять дни недели. Четверг, пятница, суббота, ну и так далее. Среда, вторник. Здесь приклеивался месяц. Вот тут декабрь. Можно еще поставить ноябрь 30-го года. Вот. А здесь переключаются дни. 25-е, хоп, 26-е, хоп, 27-е и так дальше. Прикольная штука. Нужно ее обязательно сохранить и передать будущему поколению. А здесь у нас стоит старенький смартфон. Я почему-то, когда вижу такие телефоны, сразу вспоминаю одну сцену из фильма. Я занят, позвоните попозже. Но мы в детстве делали так. Алло, это водоканал? Мойте ноги и ложитесь спать. Не повторяйте, опасно для жизни. Вот смотри, что нашла. Что это такое? Ну, это, походу, зарядное устройство советских времен. Не знаю для чего, ну... Для телефона? Так, ну вот судя по вот этой штучке, скорее всего, что для батареек. А для какого аппарата, я не знаю. Наверное, просто для батареек. Наверное. А еще мне нравится в этой комнате вот такое старенькое ретро-зеркало. Мы его выбрасывать не будем, просто хорошенько вымоем и оставим его здесь, после ремонта повесим на стену. Но это знаменитые часы 2000-х годов, мы их здесь оставлять не будем, просто уберем. Ну что ж, мы освободили комнату, убрали все лишнее, оставили только мебель, мы ее выносить не будем, потому что она мега тяжелая. Наверное, дубовая какая-то. Да, но чтобы она нам не мешала, мы ее просто сдвинем в центр. Ну а теперь одеваем маски и снимаем обои. Погнали. Так, а тут еще под плинтусом еще даже немножко старых обоев есть, сохранились. Пол здесь деревянный паркет, а паркет покрыт вот такой вот плиткой. Ну и как вы видите, она со временем и после того, как затапливали соседи, она прилично отслоилась, поэтому наша задача сейчас всю ее собрать и выбросить. Фух, сейчас у нас, наверное, самая неприятная часть работы. У меня тут саморезов, наверное, ковры здесь раньше висели, саморезов штук 40. Они такие на цементе, хорошо закручены, а Викочка отбивает плитку. Да, наверное, штук 12-15 на клей посажено хорошо. Приваренные прям. Ой, да. Мы думали, это получится быстро, ну, всегда что-то. Полдня забирает. Да, полдня, полсилы.
отдали на это. Но ничего, сегодня мы должны успеть. Всегда мы оббивали мебель таким обычным степлером, но сегодня нам будет это делать в разы легче, потому что у нас появился степлер аккумуляторный от Redwerk. По идее, он должен быть в разы мощнее и сильнее, чем обычный степлер. Давайте сейчас достану и посмотрим на него. Так, вот он, этот красавец. Ну, такой скажу, мощный аппарат. Аккумулятор. Здесь в комплекте еще идет 500 скоб и 500 гвоздей соответствующих, инструкция и вот такая книжечка. Здесь нам напоминают, что у Redwerk есть единая аккумуляторная платформа с более чем 80 инструментами, и вот здесь они все перечисляются. Это очень удобно, потому что можно взять всего один аккумулятор, одно зарядное устройство и пользоваться всеми этими инструментами. У нас, кстати, уже есть некоторые инструменты, краскопульт, аккумуляторная пила ручная. Ну, а сегодня будем пробовать пользоваться степлером. И как я уже говорил, он работает с скобами, также гвоздями. Здесь очень удобная светодиодная подсветка рабочей зоны. Ну и есть еще блокировка от случайного нажатия. Поэтому можно не переживать, что дети могут им травмироваться. Но еще здорово, что здесь есть регулировка силы удара. Благодаря этому можно работать с материалами разной плотности. Но сейчас мы зарядим, наверное, сегодня скобы опробуем, а может и гвозди. И попробуем, как вообще он будет работать. Очень интересно. Заряжаем. Оп, вот так открывается. Работает такими скобами. Узенькие, но довольно мощные. Вставляем и чик. Взял вот такую для пробы мебельную доску. Довольно толстую. Сейчас попробуем, как будут заходить туда скобы. Ого! Ничего себе пробивает! Вот такая длинная скоба и залазит, как видите, на все 100%. А можно я попробую? Давай, аккуратненько. Интересненько. Ага, пробуй. Ой. Чего он не хочет? Придавливай тут спереди и нажимай. Там две клавиши. О, а что у меня не забивается? Равнее просто ставь, и оно забьется. Это, наверное, пробуй. показывает уровень моей неуверенности. Пробуй, нормально. О, аж впился. Все, теперь у тебя будет все дома оббито-перебито. Не прибило молоток тут? Нет. Так, ну теперь будем тогда готовить стульчики и попробуем уже в деле его, да? Да. Смотри, Ром, тут же у нас такие вот, видишь, длинные скобы. Тут 20 миллиметров, тут 20 написано. А короче, можно использовать? Ну там написано на коробке, что можно использовать от 15 до 25. А, все, отлично. Потому что у нас стульчики же бывают и разная доска, разной же толщины, правильно? Ну да, и обивка разная бывает. Ну все. Будет работать, не переживай. Мебельная фабрика открыта. Подготовили сиденье, зачистили, отшлифовали и обработали. Ну и следующим этапом мы будем делать подложки на сиденье. Да, сегодня мы будем использовать вспененный полиэтилен вместо поролона. Мы взяли такой толстенький, 9 мм толщина. Ну, думаем, да, для таких стульчиков это вполне подойдет. Подойдет, да. И, кстати, вы нас спрашиваете в комментариях, почему иногда в некоторых переделках стульев мы используем именно этот материал. Ну, во-первых, это очень бюджетный и экономный вариант. Вместо 800 рублей вы платите 80. В принципе, экономия налицо. Ну и плюс с ним также тепло и мягко. Ну и в нашем варианте бюджетной переделки мы лучше потратимся на дешевую подложку, но возьмем более дорогой материал для обивки. Так, сейчас мы обрисуем наши сиденья и вырежем потом, да? Да. Подходящие кусочки. У меня синий, У меня красный. а у тебя красненький.
Лен, ну рисует вообще отлично, да? Да. Раз. Самое главное потом вырезать ровненько. Итак, мы сходили в магазин, у нас тут недалеко на рынке, и приобрели вот таких два отреза плотной ткани. И мы удивились, мы вообще приятно были удивлены, что могли найти 3 в одном. Приятная цена, плотная ткань и цвет. Главное, цвет, который нам так нужен. Да, один отрез пойдет на шторы, а второй на обивку стульев. На обивку, да. Ну и почему мы выбрали именно вот такой зеленый, именно изумрудный зеленый? Потому что он отлично гармонирует с деревянной мебелью. Да, ну давай же быстрее резать. Я хочу степлер опробовать в деле. Давай. Такс, поехали. Самое интересное. Так, мы, кстати, здесь нарезали уже квадратики 50 на 50, подготовили наше сиденье, и сейчас будет самое интересное и долгожданное. Это обивка. Так, ну что, пробуем обивать. Поехали. Буду аккуратно. Нужно бить аккуратно, но сильно. Ух, красиво, Полетело. Лень, как. Аккуратненько так. Да, улетело с одного Ну, раза, это да? не забивает. А я не вижу, что даже где скобы. Я думаю, че не вылезает. Раньше, помнишь, степлером степлернешь, оно не входит по 30 раз в одну дырку. Класс, Рома. Отлично, да? Угу. Давай еще 2 стороны, потом покажем, как вообще Давай. получается. Вот так хорошо работает этот степлер. 10 секунд и стульчик готовый. Очень мощный и мне очень понравился. Если вам тоже понравился, то можете перейти по ссылочке в описании под этим видео и приобрести его. Ну мы пошли дальше работать. Да. Так, вот такие у нас получились 4 сиденья. Я одно примеряю Давай. и покажу, как примерно получается на стуле. Очень классно. Вот. Да, мы, конечно, еще эти деревянные изделия, ножки, все повычищаем, повымываем и в конце вам покажем результат, как получилось. Конечный результат. Да, да, да. Так что сиденье уже есть. Ну, а сейчас мы приступим и будем зачищать стены, потому что есть некоторые там и дырочки, нужно и зашпаклевать, и хорошо зачистить, подготовить это все к покраске. Идет 3-й день ремонта. За 2 дня мы подготовили все к покраске. И потолок, и стены, пол, дверь, а также окно. И на все это у нас, на всю покраску у нас есть всего лишь остаток вот дня. Ну что, успеем? Успеем, конечно. Сейчас сниму этот багет и будем уже красить. Опа! Конечно же, мы сегодня должны все успеть покрасить, потому что у нас от Redwerk есть еще один хороший инструмент, это краска-пульт. Он и экономит краску, и сокращает время работы. Мы уже не первый раз будем им работать. Если вам интересно, как он устроен и как он работает, то можете переходить по ссылочке в описании под этим видео, там есть на него полный обзор. Красить мы начнем с окна, подготовили для этого белую радиаторную краску и еще придумали вот такую приспособу. Это пластик и такая шклеенка. Будем закрывать вот так вот часть стекла, чтобы не вымазать, а здесь красить. И так будем продвигаться по всему окну.
Итак, мы выкрасили все стены и потолок в один слой белой краской, но одна из стен у нас будет контрастной, и сейчас для нее я наведу цвет. Ну и чтобы навести цвет, мне понадобится два колера. Один зеленый изумруд и капелька черного. Итак, понемногу буду добавлять зеленый колер в нашу краску. Ну и сразу добавлю несколько капель черного. Размешивать буду до тех пор, пока не получится нужный мне цвет. Так, я здесь вымешала. И смотрите, что у меня получилось. Вот такой вот не яркий изумруд, а слегка бархатистый. Но все равно он отлично будет гармонировать с деревянной мебелью. Ух ты! Цвет получился еще лучше, чем я хотела. И сейчас кисточкой я пройду по всем краям и углам, а потом центр мы уже выкрасим краскопультом. Это смеркалось. Да. Сейчас, подожди, еще расскажу. Все края и углы я пройду кисточкой, а потом уже центр мы выкрасим краскопультом. Как видите, Викочка очень хорошо выкрасила пол. Он, наверное, такой красивый здесь никогда и не был. Так что покрашенный пол, равномерно легла краска, выбеленные стены. Сейчас будем расставлять мебель, декор, повесим шторы, потому что, видите, мы приехали с самого-самого утра, даже еще не расцвело. И чтобы вам сегодня уже выпустить видео, и вы могли его посмотреть. Смотрите, какую штуку сейчас принесет Роман. Так, несу тяжелое. Ага. Это старинное радио с проигрывателем. Радио пластинок. Свобода. Красота. Какие тут разные кнопочки, штучки. Да, вот тут настраивается антенна магнитная и этот высокие частоты. Радио называется, кстати, ЗИЛ. МРТ СССР Минск. Вот так. Здорово. Так, а здесь, ну, как и в старинку любили наклеивать разные фотографии, фотокарточки любимых актеров, певцов. Я только двух актрис здесь узнаю. Так, ну а здесь такой проигрыватель для пластинок, который мы вам показывали ранее.
Ну и теперь наконец-то расставляем стулья. Почти последний штрих. Да. Такая красота получилась. Если вы помните, как было, и как сейчас, это просто вообще песня. По сути, из того, что было, да? Что-то получилось слепить. Ну что, закончился ремонт этой комнаты. Мы очень довольны результатом. Будем также ждать ваши комментарии и ваше мнение. Получилось ли у нас немножко преобразить или осталось как прежде? Ну, скорее всего, что как прежде уже не будет, надеемся. Стало намного чище. И, конечно же, не хватает некоторых акцентных деталей. Но мы решили это переложить уже в руки тех, кто будет здесь жить. Мы очень рады, что у нас получилось разместить здесь идеально стенку на контрастной стене. Она отлично вписалась. Также у нас здесь поместилась библиотека, зона для чтения и обеденная зона. Хотя это не капитальный ремонт, но это как раз тот вариант, когда из чего-то такого страшненького нужно преобразить и сделать красиво, чисто и бюджетно. Надеемся, что вам такая идея тоже пригодится. Да, я бы здесь жил. Особенно мне нравятся вот эти цвета. Зеленый и дерево. Вообще шикарно смотрится. Они очень гармонируют, да. Мы сразу думали мебель перекрасить. Там думали какой-то белый или бежевый цвет, или еще что-то. Потом решили оставить, и вообще здорово получилось. Да. Во всяком случае, Рома, у нас получилось очень хорошо. Из никакого сделать вот такое. Так что мы с тобой молодцы, давай 5. Здорово получилось. Ну что, на этом мы будем заканчивать наше видео. Ждем ваши комментарии. Пишите все, что вы об этом думаете. Кто не подписан на наш канал, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых встреч, дорогие друзья. Да, увидимся на даче. Пока-пока. Пока. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this